Всем привет! Да, уже давненько не было роликов на канале у меня, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Итак, в этом ролике хочу рассказать о World Shards, плюсы и минусы игры и почему же я все-таки решил залететь в нее. Ну, а геймплей и все остальное более подробно уже расскажу в следующем ролике. World Shards — это в первую очередь play-to-earn игра в жанре MMORPG песочницы. Для любителей порубать деревья, побить мобиков, ну и естественно полутать токены и конечно же NFT. Итак, почему я решил залететь в World Shards? А все просто, это игра на open луте, там же где и Big Time. А для меня это уже супер позитивный знак. Ну и в целом World Shards мне очень сильно напоминает Big Time. Токеномика, лут токенов, крафт NFT, также и лут NFT. Все очень супер схоже с Big Time. Поэтому я думаю, тут мы сможем неплохо полутать. Поговорим о плюсах и минусах игры. На данный момент это соло-игра. Да, в данже порубать деревья, добыть камни и все остальное пока что можно ходить только соло. Но разрабы обещали это сделать мультиплеером. В общем, то, что соло я бы записал и в плюсы, и в минусы, так как кому-то нравится играть в соло, чтобы не тратить время на поиск пати, а кому-то скучно соло, поэтому хочется какой-то компании. Но лично для меня на данный момент в соло-игре, наверное, больше в сторону минуса, чем плюса. Мне нравится мультиплеер игры, поэтому ждем обещанного от разрабов. Ну и добавлю то, что игра еще находится на стадии раннего доступа, и тут мы все как тестеры. Ну а далее о плюсах. Как уже говорил, тут лут токенов так же, как и в Big Time будет. Зашли в данж, взяли кирку NFT, естественно, и долбим по камням, ну и лутаем токены. Какой будет дроп токена, сколько будет его цена, увы, вам никто не скажет, это все мы узнаем уже на стадии лута токена и когда он выйдет. Он уже будет совсем не скоро, вот-вот. Ну или если вы смотрите этот ролик уже спустя пару недель после его выхода, то можете уже лутать токены из игры. Ну и конечно токены можно будет лутать не только киркой по камню, а также убивать мобов и из деревьев. Вот у нас есть 4 снаряжения тут. Это броня, оружие и 2 слота для инструментов. Это кирка и топор. В них есть параметр удача, он же лак на английском. И чем выше рарность той или иной NFT, тем больше шанс, что вы получите токенов. Пример, как оно работает в 2 словах. Если вы рубаете дерево, то у вас работает топор и броня. То есть их удача суммируется. Если вы бьете мобов, то тут также армор, но уже плюс удача от оружия. Логику, я думаю, вы поняли. Далее к плюсам, это то, что тут можно крафтить NFT, так же как и в Big Time. В общем, веб-3 игры, где есть крафт NFT и лут токенов непосредственно из игры, всегда позитивный момент для меня. А не так, что играй 2-3 месяца и когда ты получишь какой-то дроп из лидерборда или еще откуда-то. Хочется здесь и сейчас залететь с 2 ног в данж, побил мобиков, рубанул пару древесин, ну и получил свои токены, а далее вы уже знаете, что с ними делать. И в общем, если еще по мелочам пройтись из плюсов, то это неплохой такой визуал игры, приятен на глаза. Тут также еще из приятного это то, что мы спасаем котиков в данжах от злых волков. В общем, такие мини-моменты, ну это уже все субъективное мнение, а оно нам не интересно, поэтому переходим к минусам. Из минусов это то, что в игре нужно тратить немало времени, увы. Но если вы хотите открыть данжи высоких уровней, где, надеюсь, будет больше дроп токенов из логики, то вам придется играть и еще раз играть. Ну а что вы хотели? Это ведь игра и зарабатывай. Тратить время и все такое, без этого, увы, никак. Минусом я бы еще все-таки добавил из личного, так это все же соло геймплей. Ну блин, почему бы не сделать сразу же мультиплеер? А зачем тянуть? Этого я не понимаю. Мне кажется, нам тут необходим мультиплеер. Да, вы скажете мне то, что в начале ролика соло геймплея добавил к нейтральному, и это так как есть многие те, которым нравится соло геймплей. Но все же, мне кажется, успех кроется в мультиплеере. Залетели в данж и махаем своими шпагами налево и направо, рубая противников, а так приходится делать это соло. Ну и далее уже в следующих роликах, как появится у нас дроп токенов, можно будет более детально поговорить о дропе, о плюсах и минусах лута. Ну и всяких фишках, естественно. Ну и добавлю к луту токенов, тут так это, как и в Big Time, нужно будет заряжать свои NFT.
так сказать, речардж для того, чтобы лутать токены. Ну и также будет специальный данжи только для токенов. Все так же, как и в Big Time. И это информация для тех, кто играл в Big Time и примерно понимает, как там все происходит. А если вы не играли, то... Ну и ответ на вопрос, где и как поиграть в World Shards. В общем, есть 3 пути, как поиграть. Начну с первого. Это можете по ссылке в описании получить бесплатный код, который является временным от 24 до 72 часов. Там рандомно. Можете побегать данжики, пощупать игру, проверить, заходит ли вам такое или нет, и даже залутать NFT-шку из игры. Второй способ — это купить Welcome Bundle. Он в OpenLoot стоит $40. В нем ключ доступа в игру и также 2500 гемов, которые стоят $20. В общем, ключик будет вам $20. Эти гемы будет куда потратить в будущем, если будете играть на крафт и все остальное. Ну и третий вариант — это взять Founder землю, которая также дает доступ в игру. Только смотрите, не запутайтесь, именно вам нужна Founder земля, которую можно использовать одну на один аккаунт. Тут есть обычные земли, большие, средние, маленькие, так это просто пристройки. О них более подробно расскажу уже в следующем ролике, как говорил. Там же я расскажу, что такое артефакты, для чего они нужны, и в общем все про крафт и все остальное. Ну и о геймплее. Для этого будет отдельный ролик. Этот же ролик, еще раз напомню, чисто ознакомительно для тех, кто не слышал о World Shards и хочет поиграть в какую-то Play to Earn новую игрушку. Ссылочки для маркета OpenLoot оставлю в описании. И да, важное, про баны стран. Увы, некоторые страны СНГ все еще в бане находятся у OpenLoot. Но для криптонов, я думаю, это не проблема с вкусом. Кому интересно, какие страны в бане, ну и некоторые детали, то залетаем в Discord, ссылочку оставлю в описании также. Там мы обсуждаем, делимся секретиками и все такое. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и конечно же хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.